Кружка сканиевская, закрывать надо дико сильно, иначе она вся протекает. Реально. Скания, вы меня расстроили своей кружкой. Уж извините. Ну, всем привет. Надеюсь, что меня видно, слышно. И пойдемте поговорим про колеса. Да, мы выгрузились, если что. Стоим, ждем рыбку со вчерашнего дня. Суда стоят, все стоит, рыбки нету. Пойдемте посмотрим, что за погода. Ой, на самом деле выходить вообще неохота, но про колеса-то надо поговорить. И про этот бред, который я озвучил вам в предыдущем ролике. Так, стоим мы в живописнейшем месте. Ватсо, норвежский городочек, рыболовецко-промысловый. Тут кругом кемперы у меня пристроились. Итальянцы, немцы, французы. Вот. Ну, их немного сравнительно. Обычно в это время, в июне, их уже тут полным-полно. Не знаю, может, погоды испугались. Так вот, колеса. Давление. Значит, вот в этих штуках давление должно быть, если вы помните, начиная от 8,5 бар. И в лучшем случае, если у вас, скажем так, средняя температура от минус 15 до плюс 15, скажем так, то давление это практически меняться не будет на ходу. Это будет 9 бар и все. Вот. Но если это будет жара, то тупо просто от того, что на улице будет плюс 25, это уже автоматически станет 9 бар. А при движении это может превратиться во все 10 бар. Согласны со мной, я надеюсь? Ну и исходя из этого, делаем вывод. У меня на Ford Galaxy прикреплен шильдик. Шильдик о том, значит, какое давление в колесах должно быть. Я присяду для лучшего размышления. Оп. О том, какое давление у нас в колесах должно быть. И там сказано, если загруженный салон полностью, а загруженный он у меня, это если, 5 человек в салоне и багаж, то должно быть 2,5 бара в задних колесах и 2,4 в передних, по-моему, так. При обычном движении 1-2 человека в салоне достаточно 2,3. 2,2 спереди, 2,3 сзади. Вот, то есть, соответственно, при увеличении нагрузки давление должно расти. Отсюда вопрос. Если, согласно логике того джентльмена, кто говорит, что водители обязаны проверять давление в колесах при погрузке прицепа и выгрузке, контролировать и накачивать или сбавлять, логика такая. Если у нас 8,5 бар, и мы грузим полную загрузку, ну, в этот прицеп можно загрузить до 30 тонн, вот, то мы как бы должны тогда вкачать туда 9,5 атмосфер, чтобы колеса не сплюснулись, ну, якобы, и выдержали всю эту нагрузку. Так получается. Во что это превратится на ходу? А если еще тормозить активно тормозами? Ну и еще экономический вопрос, скажем так. Может, за столик пойти сесть? Пойдемте за столик сядем. Например, чтобы накачать колеса от фуры, вы должны ее завести. В любом случае. Ну вот и представьте, если у вас раз в 3 дня погрузка-выгрузка, и вам надо вот этой вот фигней заниматься, со шлангами бегать, подсоединять, заводить и подкачивать, накачивать там, например. Ну, стравливать-то легче. Ну, вопрос экономической целесообразности. Такие вот столики везде расставлены. Все для людей, как говорится. Но погода, увы, не та, чтобы этим в полной мере насладиться.
Ну вот представьте на секунду все вот эти манипуляции, которые вы будете делать раз в 3 дня. Ну, никому это не надо. Ну и никто этого не делает. И в комментариях, судя по комментариям, я понял, что, в принципе, не один я сказал. Я еще тогда сидел в кабинете в Таллине. И когда руководитель сказал мне про это, я сказал, что пусть ты будешь прав, но делать этого никто не будет. Хочешь ты или нет, этим никто заниматься не будет. Есть давление 8,5-9 бар, значит остальное уже рассчитано заводом-изготовителем. Если вы соблюдаете нагрузку на шину допустимую, то все окей. То есть не перегружаем прицеп, не передавливаем 8 тонн на ось и все в таком духе, то все будет хорошо. Следующий вопрос, это касательно паузы 45 часов вне кабины. Шведы уже взялись за этот вопрос. У меня на руках есть бумага о том, что у фирмы Sauer есть домик, там отели и прочее, прочее. Оно действительно есть, и там реально отдыхаем. Если вас все-таки застали врасплох, и по факту вы попали за тем, что вы в кабине проводите 45 часов, то, согласно европейскому законодательству, суть в том, что водитель должен отдыхать, хорошенечко отдыхать. Будет ли тогда претендент, что если дадут штраф водителю, или же заставят, я не знаю, сделать новую 45-ку в отеле? Какой вариант тогда был бы целесообразнее, лучше и логичнее? Потому что если за это будут штрафовать водителя или работодателя, то как это повлияет на исполнение закона? Водитель от этого, по мнению Еврокомиссии, станет лучше отдыхать? Или если он отдохнул 45 в кабине и ему дали штраф, это эквивалентно тому, что он отдохнул в отеле? Я чего-то не понимаю. В общем, вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Пишите свои рассуждения в комментарии, какой у вас опыт уже по проведению 45 вне кабины или в кабине. Кстати, сейчас мы туда перейдем, там все-таки потеплее, поуютнее. Ну вот мы и в кабине, и надо поставить чайничек, раз вы у меня в гостях, наверное. Давайте сейчас поставим. Чего уж. У нас тут все для этого наготове. Лампочка загорелась, красным загорелась. Мультиварочка у нас там греется потихонечку. Лаптоп готовый к монтажу в любой момент. И киношку сегодня смотрел. Ну и салон, кабину, я думаю, все и так знают, как это, что выглядит. Ничего нового вы сейчас здесь не увидите. Ну и мои причиндалы для съемки всякой. О, палец. Надо же, как быстро сфокусировался. Кыш обратно. Чаек у нас тут к заварке готов. Кружка, как казалось, очень какая-то вся маркая такая. Все отпечатки на ней остаются. Ужас. Ну, Scania. А с руководством лучше так. Головой покивали. И если уверены, что вы правы, сделали по-своему. Самый верный способ. Нервы будут целее. Сегодня мне написал парнишка, водитель, с которым я работал, когда был в Новака. И до сих пор пишет, иногда спрашивает некоторые нюансы работы, вопросы. Очень тактично, грамотно. И вот ситуация. Он мне пишет: вот, Борис, у меня АДР, я еду в Гетеборг. Как мне лучше ехать? И фотки знаков присылает. Вот знак такой, такой, такой. Я говорю, ну, лучше ехать по знакам. В Гетеборге там, в принципе-то, одна дорога с АДРом в обход Гетеборга. 153 или 155, я точно не помню, врать не буду. Параллельно с шестеркой, грубо говоря, идет. Он говорит, так логист сказал, говорит, нас это не касается, езжай как все. Мол, ну, не надо объезжать как с АДРом. Я говорю, ну, раз логист сказал,
Я говорю, и езжай, не бери себе в голову. Пусть логист потом это все и расхлебывает, и все. Это довольно-таки просто. Или нет? Как думаете? Жду вас в комментариях. 24,9. Это с работающей мультиваркой и чайником. 24,9, однако. Круто. 25. Пам-пам-пам. 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 Чаек сейчас заварим мы. Будет все у нас отлично. Какие 8? 8 тонн на ось, да?